Здорово, танкисты! С вами Серега, с вами Индомит. И сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Lesta Games. И сегодня у нас на обзоре советский, тяжелый, всем известный танк ИС-7. 10 левел, проходная, прокачиваемая ветка, венец советского танкостроения. И прежде чем мы продолжим обзор, конечно же, прожми лайк под видео и подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. Ну а мы с вами начинаем. Итак, Collision модель нашего деда, ребята, ИС-7. Вот приятно, какую Collision модель смотреть. Вы скажете, он весь желтый, брони нету. Нет, нифига, давайте изучать. Правильно выставляем танк и погнали с корпуса. НЛД 235, 228, 230, ну в целом 230. А если вот так рымбануть еще, уже 260, 270. И не каждая десятка, девятка вас, одноклассники, там, обычным типом снаряда в НЛД уже не пробьют. Плюс у нас щучий нос. И что же у нас в щучьем носе? А в щучьем носе у нас 294, вот здесь 317, 318. Ну, короче, ребята, без голды ковырять сложно. Да и, честно говоря, голдой тоже выковыривать. Люк мехвода 600, ну там, 600 миллиметров. Даже голдой ковырять тяжело. То есть корпус, включая НЛД, ВЛД особенно, очень лютый. У нас, можно сказать, по передней части сферическая башня. Ну и дайте смотреть, маска орудия. Ага, 470, 470, 800, 900, 600, там по 1000. Здесь 327, 327, 330, 500, 400, 600. Верхней планки нет, никуда не бьется, лючков никаких нет. Короче, лютая башня. Лютая. Если танчик стал в позицию, скрыл нижнюю часть корпуса, даже ВЛД чуть-чуть будет торчать, да, там верхняя часть, ничего вы этому танку не сделаете. Просто лютая броня. Касаемо борта, ага, 100 миллиметров, да, у нас такой трехгнутый борт, раз, по-моему, два, потом три, и только нижняя закаточная часть прямая. Хорошо, давайте прямую смотреть. Ага, там 100, плюс каточки, там 120, верхняя уже 120, здесь 243, здесь 195. Вот выше надгусеничной полки, вот этот фальшборд, ему в борт лучше вообще вот так вот с этой стороны просто не стрелять. Большие шансы просто не пробить, в зависимости от того, как еще снаряд будет в него входить. Тут он и рикошет появляется, как он будет стоять к вам. Поэтому, если бьете, то в нижнюю часть. Касаемо танкования от борта. Вот встали, да, ага. Все, рикошет, перекрутили. Ага, ага. Рикошет, вот только вот ближе к переднему катку, когда перекручивает, начинает пробиваться. Назад чуть вернули, правильно вот стоим, все бесполезно. Щека 250. Да, маловато, но основные неголдовые снаряды очень часто будут отлетать. Нужно ковырять опять же голдой. Лютая броня, как для новичка, танк прям только начали играть. Можете брать, качать ИСа-7 и учиться на нем танковать, играть на бронированной реально технике. Вот. Для новичков танк. Вот. Броня лютая. Касаемо пушки. Модулей у нас все топ, у нас нету выбора, единственная пушка. Так вот, 10 левела. 130 миллиметровка С-70. 490 альфа на основном и голдом, 640 на фугасе. Бронепробитие 250 на основном, 303 на голде, 68 на фугасе. Пушка при такой альфе заряжается 13,7 секунд. И вот здесь как раз проблема. Не во времени заряжания, а в бронепробитии. На основном снаряде 250, что очень мало, как для десятки. И на голдовом снаряде 303, что тоже очень мало, как для десятки. Прошу прощения. Здесь хотелось бы видеть какие цифры. Ну, в районе 260 на основном. И хотя бы какие-нибудь там 320 на голде, но никак не 303. ДПМ 246, разброс точность у нас 0,4, время сведения 2,9 секунды. По полевой модернизации. Во втором блоке качаем вездеходную ходовую. В
четвертом блоке притирку шестерни наведения. В пятом блоке звукоизоляцию. В седьмом блоке перераспределение энергопитания. В восьмом блоке облегченную платформу. А в шестом блоке второй слот берем либо берем, если будем играть на стабе, соответственно, огневую мощь, либо берем, если вы хотите сделать из тяжелого танка средний танк, с подвижностью среднего танка, берите мобильность и ставьте турбину на эту машину. По оборудованию. Один из самых правильных комплектов — это закалка, досел и стаб. Стаб этой пушки очень нужен, досел факт тоже, ну и закалка тяжелый танк прорыва. Многие катают на турбине, делают из этой машины средний танк по подвижности. Соответственно, вот вместо чего турбину ставить, выбирайте сами. Это либо стаб, либо, скорее всего, закалка, но досел этой машине прям, ну, факт очень нужен. По снарядам. Основной снаряд у нас бронебойный, скорость полета 900 метров в секунду. Голда у нас подкол и скорость полета 1125 метров в секунду. Осколочно-фугасный летит так же, как и бронебойный. По снаряжению: ремка, аптечка, автоматический огнетушитель, да, совок, бывает, горит. 5 членов экипажа, у нас 2 заряжающих, перки наблюдайте перед собой в таблице. Теперь по машине в целом. Машина хорошо заходит новичкам, кто только начинает играть в нашу, так сказать, любимую игру. И7 невероятно бронированная техника, хорошо бронированная. У нас нету в башне каких-то уязвимых зон, просто лютая броня. Эту машину пробить в башню только разве что, ну я не знаю чем, яга какая-нибудь там еще иногда что-то может. Вот. Остальные, конечно, если он ставит в позицию, будут испытывать определенное затруднение. Да и в целом корпус хороший от борта, броня лютая, для новичка танк огонь. Но по плюсу-минусу там по огневой мощи давайте поговорим. Еще раз, у нас слабое бронепробитие, что на основном, что на голдовом снаряде. У нас даже не минимально комфортный, у нас всего лишь -6, и на рельефных картах на этом танке жопа у вас сгорит играть против всяких супер коней, Т-110Е5 и всяких подобных танков, да, у которых есть УВН, которых нет у нас. ДПМ у нас 2800, не самый большой, да, как для десятки. Вот, хорошая точность для советской пушки 0.36. Время сведения, конечно, не самое комфортное, но играть можно. Это танк ближнего боя, играется в упоре, в размен ХП, играем от брони, так сказать. А по ХП на закалке у нас, ребята, почти 2700 хеллпоинтов, и это очень круто, это очень круто. Ну и по мобильности, вот даже играя без турбины, да, мы все прокачали на пушку, да, вот у нас и точность даже улучшилась, и в целом комфортнее орудие стало. Вот у нас, ну, почти 60 километров в час вперед, 15 назад. 17,5 лошадей на тонну удельной мощностью. Но это же круто, круто. Поэтому, блин, танк тяжелый с подвижностью СТшки, это наше преимущество, которое мы должны использовать в боях, занимать там, где дерутся фланги, занимать, где дерутся тяжелые танки, первым заезжать, и у нас есть право первого выстрела на перекатке или еще как-то. У нас хорошая подвижность, и это нужно использовать. По обзору 436 метров, стандартный параметр, как для тяжелых танков 10 левела. Ребята, еще раз, танк прорыва играется от брони, от альфы в размен ХП, поэтому, ну, только так его и нужно использовать. Предлагаю отправляться в бой, давайте посмотрим, как он себя ведет в современном рендере. Вперед! Так, господа, обзор боем у нас Дед И7, советский тяжелый танк 10 левела, проходная прокачиваемая ветка, обзор боем. Такой 3D стиль у нас, ух ты, золотые вафли у нас. Вот весь рендом испортили. Представляете, напротив что? Напротив у нас 2 бабахи, яга. Черти, что сейчас с рендомом происходит. Просто. Какой-то дурдом.
И никого. И никого. Да, интересный расклад боя. На карту смотрю, слежу за картой справа, чтоб никто не вышел. Маус по центру поехал у нас. Сейчас поедет, скорее всего. Или он ко мне едет. Ко мне едет, наверное. Оп. Так. Так, едет, едет. Едет, красавчик. На тебя торты. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Здрасте. Какая-то прога у них сумасшедшая. Что хочет, сама не знает. Какая-то прога странная. Бабаха интересуется. Так. Все отлично.
Тихо, тихо. Так, ну, 3400 дали, суммы 4К сойдет. Через центр выходим. На тебе, родной. Разобрались. Едем арту искать. Ребят, мы со всеми разобрались. Нет, дед еще может, да. Так, одну арту нашли. Не, ну у нас подвижность хорошая, я думаю, мы справимся. Все, победа. 4300, 600 насветили, ну 5К суммы. Сойдет для десятки, для этой. Нормально. Хорош ли дед? Хорош. По броне, по подвижности. Но пушечка на основном типе снаряд, конечно, слабовато. Танку нужно, вот единственное, что апать, это пушку. А так ИС-7 хорошая, крепкая, добротная машина, да. Прям добротная. Где надо в позиции башку высунул, тебя хер кто пробьет. Первое место у нас по урону, 3 фрага. Мы большие молодцы, даже в плюс вышли по серебру. Ребят, по пятибалльной системе твердая четверка. Твердая. Ну, из-за маленьких УВН и слабое пробитие на основном снаряде. Четверка, а не 4 с плюсом. Да. Ребята, у кого есть дед, у кого есть ИС-7, пишите свои комментарии по этой машине. Выкатываете ли когда на деде? Получается на нем, не получается, нравится, не нравится. Терпимая красавица, да. Так что, ребята, ветку, в принципе, качать, конечно, можно. Новичкам особенно, кому нужна броня. Этот танк как раз про броню.
про настрел будете учиться уже на других танках, не на этом. Вот. Ставьте лукасы, подписывайтесь на канал, а я вам говорю, до скорых встреч, пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.